Доминиссимус сисмус серве. Убикум кве. Мы властители, мы невольники, мы повсюду, и мы нигде. Мы укрощаем багровые реки. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Багровые реки» 2000 года, «Le Rivieres Pourpre» – французский художественный фильм в жанре триллера, поставленный режиссером Матье Кассавицем по роману Жана Кристофа Гранже «Пурпурные реки» с Жаном Рено и Винсаном Касселем в главных ролях. Премьера состоялась 27 сентября 2000 года. В 2004 году вышло продолжение «Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса», не повторившее сенсационного успеха первой части. При бюджете $14 миллионов фильм заработал $60 миллионов в мировом прокате. Ну что, теперь понял, недоносно? Не дай ему взять пушку! Не с места! Молись! Нет! Молись! Фильм «Багровые реки» с Жаном Рено – один из необычных образцов французского кинематографа, славящегося прежде всего своими комедиями. В этом случае Матье Кассавицу удалось создать действительно захватывающий триллер, который будет держать вас в напряжении на протяжении всего просмотра. Немного расслабиться удастся только благодаря искрометному французскому юмору, умело вписанному в повествование. Неподражаемый Жан Рено и Винсан Кассель, чья актерская игра оставит у вас яркое впечатление от фильма, блестяще справились со своими ролями. «Багровые реки» заманивают зрителя не только своей потрясающей картинкой и атмосферой, но еще и напряженным захватывающим сюжетом, рассказывающим о череде жестоких убийств в средневековом университете, притаившемся в одном из небольших городков во французских Альпах. Простите меня. Фильм «Багровые реки», актеры и роли. Жан Рено, Пьер Неманс, комиссар полиции из Парижа. Винсан Кассель, Макс Киркерян, инспектор. Карим Бельхадра, комиссар Даман, расследующий убийство библиотекаря. Надя Форес, Фанни Феррейра, студентка университета, глициолог-альпинистка. Доминик Санда, сестра Андрея, мать погибшей девочки. Жан-Пьер Кассель, доктор Бернар Чернезе, офтальмолог. Дидье Фламант, ректор университета. Лоран Лафит, Юбер, сын ректора. В России роман Жан-Кристофа Гранже вышел под названием «Пурпурные реки». Во время съемок сцены, где Макс Киркерян вступает в схватку со скинхедами, Винсан Кассель получил травму носа. Книгу «Багровые реки» Жан Рено прочитал за 2 года до начала съемок, всего за несколько дней. Его она так впечатлила, что он захотел сняться в экранизации, что случилось спустя несколько месяцев. Сценарий фильма «Багровые реки» первой части отличается от романа Жан-Кристофа Гранже, который лег в его основу. Режиссер Матье Кассавиц практически полностью вырезал из картины историю полицейского Макса Киркеряна. К тому же он изменил финал фильма. В конце книги Пьер Неманс погибает. В фильме «Багровые реки» Жан Рено благополучно раскрывает заговор и остается цел и невредим. Отзывы о фильме «Багровые реки» с Жаном Рено были в большинстве положительными. Критики сравнивали картину с такими разборками, как «7» 1995 года, «Имя Розы» The Name of the Rose 1996 года, «Молчание ягнят» The Silence of the Lambs 1991 года. Сканируйте мне вот этот. Да ради бога. Чей отпечаток? Девочки, умершей 20 лет назад. Она привела меня сюда. О, Что? если она правда умерла, у нас проблема. Это она только что стреляла в вас. Отпечатки почти полностью совпадают с отпечатками на пистолете. «Багровые реки» имели несомненный успех у зрителей. Фильм полностью переведен на английский язык, несмотря на то, что актерский состав был целиком французский. Особенно впечатлил Жан Рено, один из самых востребованных в Голливуде французских актеров. Великолепна сцена в «Багровых реках», где Макс дерется с некими скинхедами под музыку из компьютерной игры Virtua Fighter и, победив, уходит с доносящимся звуком Game Over. Забыть такое уже не получится. Жан Рено хорош, впрочем, как и всегда. Роль матерого инспектора как раз для него. Характерно, что Немант ни разу за весь фильм «Багровые реки» не показал жетона. По нему и так видно, полицейский, даже когда его показывают со спины. Источником ужаса в фильме «Багровые реки» является престижный средневековый университет, уединенно расположенный близ самых высоких гор Франции, один из старейших в Европе, хранящий в своих холодных стенах мрачные тайны прошлого. Объясняет, как нужно создавать сверхчеловека, Ну и как? соединяя крепких детей с детьми интеллектуалов.
проводя их селекцию и заключая между ними браки. А называется это Евгеника. Евгеника, да. Фильм «Багровые реки». Сюжет. В уединенном городке Гернон, затерянном во французских Альпах, произошло зловещее и жестокое убийство. Жертва – библиотекарь местного университета Ремики Люа. Выясняется, что его сначала пытали 5 часов, а потом оставили на скале, где его случайно нашла местная альпинистка Фанни Феррейра, Надя Фарес. Эксперты установили, что до смерти у жертвы были удалены глазные яблоки и кисти рук. Для расследования этого чудовищного преступления из Парижа прибывает опытный инспектор полиции Пьер Неманс, Жан Рено, привыкший работать в одиночку. Его внимание в первую очередь привлекает местный университет, считающийся одним из лучших во Франции. Это закрытое заведение, обладающее собственным хозяйством, электростанцией, больницей и прочими сооружениями, обеспечивающими его практически автономное существование. Тоталитарная атмосфера, царящая в университете, во многом насаждается ректором Дидье Фламанд, который стал почти полноправным хозяином маленького городка. В то же самое время местный полицейский Макс Киркериан, Винсан Канцель, расследует случай вандализма на кладбище в 400 километрах от Гернона, связанный с местом захоронения девочки, погибшей под колесами грузовика 20 лет тому назад, в 1982 году, в возрасте 10 лет. К тому же кто-то взломал школьный архив, не взяв ничего, кроме файла с записями 1982 года. Ключ имеется? Нет. У вас что, есть разрешение? Ха-ха. Эти два, на первый взгляд, не связанных события через короткое время сведут детективов вместе, и два преступления окажутся одним, ведущим во тьму времен. Они продолжат расследование уже вместе, несмотря на то, что сильно отличаются характерами. Неманс мудрый, опытный и немногословный, Макс молодой, задиристый, готовый в любой момент вступить в бой. Вместе они образуют прекрасный тандем, единственной задачей которой является поимка жестокого маньяка во избежание других убийств. Логика преступника поначалу непонятна полицейским, особенно когда, имея возможность убить Неманса, он оставляет его в живых. Кажется, что таинственный убийца специально оставляет подсказки для того, чтобы его поймали. В ходе расследования выясняется, что в замкнутой университетской общине происходят таинственные вещи, которые никак не соответствуют имиджу престижного учебного заведения. Ректор, сильно напоминающий фашиста, пользуется своим положением для создания чего-то страшного противозаконного, в том, что скрывается в университетских стенах, и придется разобраться коллегам полицейским. Займись ею. Если ты жива, то кто погиб на шоссе? Откуда взяли отпечаток пальца? Мистики в «Багровых реках» почти что нет, а вся давящая атмосфера и музыка фильма создают иллюзию, что она тут присутствует. Используя в качестве антагонистов живописную живость природы и мрачную застывшую готику высокогорных городков, и университета в том числе, Матей Кассовиц словно противопоставляет добро со злом в фильме. Фильм «Багровые реки» 2000 года открывается жутким натуристичным натюрмортом гниющего мертвеца, поедаемого жуками и червями. Это настолько омерзительно, что даже превосходно, потому что в наше время такое бы никогда не показали. Оригинальный стиль, визуальной составляющей, история, плюс красивейшие горные съемки – вот что действительно заставляет досмотреть фильм «Багровые реки» до конца, не отрываясь. Второй находкой создателей фильма является музыка, создающая мрачную атмосферу готического детектива. И вы берете с собой женщин на поиски убийц? Только аппетитных. Но самое интересное, это как Кассовиц в «Багровых реках» рассказывает параллельные истории полицейских Неманса и Киркериана. Он надевает каждую из своих звезд совершенно разные киностили. Еще интереснее, что в кульминации Кассовиц сводит два этих киностиля в нечто единое, что и превращает его детектив в уникальный образец авторского кино. Фильм «Багровые реки» прекрасен своей запредельной атмосферностью, великолепной игрой актеров, неослабевающей интригой, интересным сюжетом, качественной визуализацией, превосходной операторской работой. Скучать вы точно не будете. Отличный фильм как для любителей детективных триллеров и просто качественно снятого интересного кино. Если вы никогда не видели этой картины и хотели бы посмотреть фильм с непредсказуемым концом, то «Багровые реки» – идеальный вариант. Быть может, вам удастся отыскать в нем еще более глубокий смысл и разглядеть те самые багровые реки. О, спасибо. Все хорошо, все хорошо. На место. Спасибо, песик, спасибо. Пошел к черту. Вопрос задать можно? Ты боишься только собак?